Друзья, всем привет! С вами Мангалыч. И сегодня мы приготовим восхитительный, невероятно вкусный шашлык из скумбрии в духовке со вкусом дымка, як на мангале. Если у вас немає мангала, не беда, мы его организуем в духовке. Такого на ютубе вы точно не найдете. Всем приятного просмотра, а мы погнали! Так, друзья, в первую очередь выбираем красивую скумбрию, не мелкую, жирненькую, вот такая, как у нас, вот, красивенькая, чтобы ніяка вона не була не рыжая, ничего, и буде шашлычок у нас обалденный. Мы ее разморозили в холодильнике, пока она полностью не разморозилась, мы с ее достали кишки, убрали все пленочки и помыли хорошенько. Сейчас нам надо поудалять плавнички, вот такие все меленькие, потому что они горят. И некрасиво, не эстетически смотрится. И отрезаем голову. Режем, друзья, не мелкими кусочками. Главное не мельчить, потому что когда мы будем ее запекать, зажаривать на шампурах, она у нас сильно подсушится. Кусочки вот такие нарезаем. Сантиметра 2,5-3. Вот кусочки. Вот такие кусочки у нас получились. Большие. Они прожарятся, сочные будут, вкусные. Так, друзья, нарезал рыбку. И сейчас я вам расскажу такой обалденный маринад для нашей скумбрии. Его можно использовать для засолки, можно использовать для жарки. Для маринада нам понадобится лучок, можно напополам и вот такими полукольцами. Так, на две рыбки мы взяли две большие луковицы. Берем соль и подсаливаем наш лучок. На одну рыбку 1 чайная ложка. На две, ну, понятно. И хорошенько, друзья, вот так прожимаем. Нам надо, чтобы лук выпустил свой сок. И пока наш лучок плачет, мы его дальше сейчас маринуем. Значит, сюда черный перчик, неполная чайная ложечка. Или по вкусу, друзья. Классный маринад. Так, кориандр. 1 полная чайная ложечка сверху. Есть. И добавляем копченая паприка. Тоже чайная ложечка без горочки. Вот так вот. Есть. Паприка нам придаст такой красивый цвет рыбке. Будет классным. Так, сюда нам надо соевый соус. 1 рыбка, 1 столовая ложка. Есть. Хорошенько перемешиваем. Вот он же у нас появляется сок. Пускай уже. И цей сок весь пропитает нашу рыбку. О. И сделает ее сочной, мягкой и сильно-сильно вкусной, друзья. Так, есть. И сейчас еще самый секретный ингредиент, я сказал, ну, можно так оставить, но мне самое больше нравится, мы всегда так готовили, а потом до нас пришел на работу Гена, грузин, и добавил томатный сок в такие блюда. У нас домашний томатный сок, вы можете добавлять магазинный. Добавляем сюда 200 грамм, 200-250 грамм. Будет вкус такой, друзья, обалденный. Будет типа консерва вот в томатном соку. Буде, уже я слюнки глотаю, буде такий вкус класнющий. Це не просто необикновенний такий, ну, необикновенний вкус буде. Попробуйте. Понравится? Напишите в комментарии. И заряжаем сюда. Еще нам надо 2 зубчика чесночка. На одну рыбку больших 2 зубчика. Так можно 3 зубчика. Вот. 1,
Быстренько. И 2. Вот. И такие крупненькие, все, выбрасываем туда полностью. Маринад, друзья, говорю. Я когда попробовал, я так скумбрию люблю и сам готовлю разными способами. Ну, цей маринад, делюсь я с вами, по секрету можно сказать. И хорошенько все перемешиваем. Вот. Все, аромат просто класс, вкуснятина. И сюда, друзья, вылаживаем нашу рыбку. Вот так вот. Вылаживаем. Красота, рыбка какая. Угу. Вообще классная. И хорошенько вот так смешиваем. Такой маринад, друзья, если сюда добавить 1 чайную ложку уксуса или вот такую дольку лимона маленькую и оставить, не в нашем случае мы будем оставлять на полчаса, а если оставить на сутки или 2, рыбу можно вообще не жарить. Получится такая маринованная вкусная рыбка. Просто бомба. А пока наша рыбка замаринуется 20 минут, полчасика, мы сейчас устроим мангал в духовке. Значит, застеляем противень фольгой на всякий случай. Загинаем по краям вот так, чтобы когда мы ставили в духовку, чтобы оно не съезжала фольга. И добавляем угли, друзья. Вот так вот. Вот. Друзья, внимание, только без фанатизма. Нам надо, главное, придать вкус дымка, чтобы, главное, пожарные не приехали. Запаливаем огонь и распаливаем 1 уголек. Распаливаем и ложим его в серединку. Я вот так положу. Вот так вот. Друзья, канал еще молодой, и ваша подписка и комментарий сильно помогает для его развития. Идей много, ресурсов не сильно. Кому не тяжело, подписка, комментарий, лайк, и будем экспериментировать, продолжать дальше. Так, уголек у нас почти разгорелся. Вот так вот. Вот. Но желательно, чтобы полностью разгорелся. Так быстрее у нас получится распалить все угольки. Значит, положим его, хай еще разгорается. А я сейчас вам быстренько покажу обалденный соус типа тартар, только с ресторана спрашивал. Чуть-чуть он усовершенствованный, классный, быстрый, вкусный. К рыбе бомбочка будет. Так, у нас тут 200 грамм, 250 грамм майонеза. Выбирайте, можно со сметаной сделать. Огурчики, чесночок, укропчик нам надо. Чуть-чуть кислинки добавить, лимончика и французская горчица. Значит, огурчики мелким кубиком кришим. Если есть блендер и немає зубов, можно на блендере шмальнуть. Но я так меленьким кубиком, мне вообще нравится побольше. Вот так, оно чувствуется тогда. Ну, не сильно крупко, меленько, вот так вот нарубим. Так, на такое количество, я думаю, нам надо 1 огурчик. Сделаем 2. Вкуснющий соус получается. И отправляем сюда. Берем укропчик. Вот таких. Вот еще одну. Такий небольшой пучок. Убираем палочки. И тоже меленько крышим.
Вот так, тут укропчика нормально. И отправляем его тоже сюда. Вот. Насыщенный, чтобы соус был. Сюда 1 чайную ложечку зерен горчицы, побольше. Я люблю так вот. 1 чайную ложечку. Ну и от Мангалыча еще половинку. Люблю я эту горчицу. Так. И сюда половинку. Вот так. Ну, чуть-чуть, в общем. Не половинку. У нас тут и так долечки маленькие. Вот столько, я думаю. Без косточек, да. Выжимаем сюда. И чтобы чуть-чуть нам подсолить, добавляем чайную ложечку соевого соуса. Если не любите сильно соевый соус, 1,5. Не, 1 чайную ложечку, не надо сильно багато. Потому что майонез у нас солененький. И хорошенько смешиваем. Еще можно для пикантности, кому нравится, можно добавить чуть-чуть красного перца или черного перца. Но он и так, цей соус получится кисленький, солененький, свеженький от укропчика. Горчичка будет таки на зубчик попадать, подхрустывать чуть-чуть. Обалденный с рыбой. Да и с мясом, но с рыбой вообще класснющий соус. Пробуем. Класс. Класс, ну, чуть-чуть. Соевым соусом доводим каждый по вкусу. Или солькой. Чуть-чуть, чтобы вкус был приятный, чуть-чуть соленоватенький такой, чтобы рыбку нашу подчеркивал. Вот так вот. Перемешиваем и бежим распаливать наш мангальчик уже. Потому что уголь трещит уже. Так, быстро. Все. Класс. И цвет таки. Вообще. От соевого соуса. Такой цвет интересный. Иначе домашний майонез. С собой не понес. Так. Есть. Так, уголек, друзья, у нас разгорелся. Делаем тут маленькую такую ямочку. Вот. И ложим сюда уголек. Выключаем плиту. И сверху вот так прикрываем меленькими угольками. Оставляем минут 10. Еще нам надо. А сейчас сами быстренько нанизываем наш шашлычок. Если у вас есть шпажки деревянные, на шпажки. Но у нас есть маленькие шампура. Без разницы. Ну, конечно же, лучше на шампурике. Потому что шампурик сам по себе, он получается снутри, когда греется, он тоже прогревая рыбку, она быстренько готовится. Ну, у нас такие детские шампура есть. Такие были в магазине маленькие, как раз в духовку помещаются. А можно на такие вот шпажки, друзья. Вот. Шпажечки идеально. Не надо толстые брать. Можно вообще просто даже положить на решетку. Ну, просто когда он просто будет лежать на решетке, вдруг его придется перевернуть, потому что угольки, чтобы сильно не поджарило. А другие нет. Так просто взял быстренько целые, там, 3 кусочка. Раз, подивился, перевернул, чтобы тоже пропиталось ароматом дыма, вкуса, вот этим смакотой все. И вот так сейчас будем нанизывать. Так, друзья, еще забыл сказать. Включаем духовку 180 градусов. На прогрев я ставлю конвекцию, чтобы быстрее прогрелась. Ну, а так просто 180 градусов вверх-вниз. Так. Вот какая у нас красота получается. Вкуснятина. Ой, аромат чесночка, я говорю, такую. Сутки можно хавать. Так, нанизываем. Обыкновенно. Убираем лучок. Температура небольшая, даже если лучок остается, он не сгорает. Проверено, я уже не первый раз готовлю. Друзья, в косточку. Бачком и в косточку. Вот так вот. Чуть протыкнул. Кусочки, блин, быстро, мягкие стали. Аккуратненько вот так
Оп. Шампурики, друзья, тоненькие, чтобы аккуратненько, лучше так их положить и на досточке нанизывать, чтобы рыба, ну, не порвалась, не поломалась, как правильно сказать. Вот так вот. Угли разгораются. Главное, чтобы у вас была вытяжка, друзья, потому что запах такой присутствует всегда в углях. Разгорелись наши угли. Мы сейчас их перемешиваем хорошенько. Так, разгорелось неплохо. И разравниваем полностью по противню. Сюда, наверх, решетку. Вот так вот. Подравниваем, оп, чтобы шампура не мешали. И чуть-чуть раздвигаем. Вот так, раз. Ох ты, жар какой. Так. Уже жарится, уже скворчит. Прогрелась духовка. И вместе с противнем отправляем на средний режим. Вот чуть-чуть сюда. Вот так. Выключаем конвекцию. Оставляем просто вверх-вниз. И будем наблюдать. Я думаю, минуток 5-10 переворачивать. Еще 5-10 минут. И все будет готово. Вот. Прошло 10 минут. Сейчас мы переворачиваем. Аккуратненько. Ай! Горячие. Вот какая красота. Опа. О. Опа. Вот. И ждем 10 минуток. Друзья, я не первый раз уже готовлю таким способом, получается, на углях. Кому интересно, там мы и курочку готовили, и шашлычки. Ну, шашлычки мы по другому способу готовили. Там мы веточки использовали. Кому интересно, подсказка. И пришел к такому выводу, что угли, когда мы их ставим в духовку, они первое время самое больше выделяют свой аромат, дымок свой. Потом они в духовке со временем, быстро даже, минут за 5, они начинают притухать, потому что там немає кислорода. И они притухают, и не получается такого сильного пожара. Это интересно, прикольно, классно. Попробуйте, получится. Пахнет деревом, вкусно так вообще, обалденно. Ждем. Вот и прошло у нас еще 10 минут. Ну, в общем, 21 минутка у нас прошла. Выключаем духовку. О! Ох, так. Да, аромат, конечно, просто так бы не получился без угольков, без углей.
Так, ну что, попробуем. Остыл уже, чуть-чуть приостыл. Вот такая, зажаренная какая слива. Катюшка, показывай. Вот. Вот такая полностью приготовленная. Косточка отпадает сама. Приятного аппетита. Вообще бомба. Вообще лимончика чуть-чуть. Даже лучше. Даже лучше, чем на мангале. Объедение. Попробуем с нашим соусом. Класс. Рыбка. Огонь. Сочная. Мягенькая. Рыбу, птицу, молодицу берут голыми руками. Вообще. Просто. Друзья, попробуйте, приготовьте. Вообще вкуснятина, бомба, обалденный, сочный, ароматный, лоснющий шашлык из скумбрии от Мангалыча. Не бойтесь ставить угли. Если не хотите ставить, можно так же само приготовить без углей. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем добра. До скорых встреч.